Как покрасить забор без краски? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Деревянный забор сейчас становится раритетом. Это и неудивительно. На смену древесине приходят пластик и металл, более долговечный, практичный и, надо признать, дешевое. Дерево сейчас, пожалуй, удовольствие для тех, у кого бюджет позволяет ни в чем себе не отказывать. И вот какой получается контраст. Деревянные заборы сейчас стоят либо у тех, у кого они были построены еще 20 лет назад, либо у тех, кто ставит их ради престижа. Сегодня речь пойдет не о престиже, а о том, как реанимировать старый забор без краски. Задача кажется невыполнимой. Отнюдь. Пропитка по отшлифованной древесине. Если вы основательно подошли к вопросу реставрации и сняли с поверхности вашего забора следы старой краски, обнажив структуру древесины, то можно ее и не красить, обойдясь пропиткой. Стоимость пропитки для дерева около 500 рублей за 5 литров. Наносить ее нужно распылителем, краскопультом или хотя бы садовым пульверизатором. Так вы значительно сэкономите состав и добьетесь ровного слоя покрытия. Такая обработка продлит срок жизни досок еще лет на 20 минимум, а если нанесете пропитку в 2 слоя, то и на все 35. Пропитка меняет цвет дерева, делая его более темным и не боится ультрафиолета. Если вы потом решите все-таки покрасить забор, то краска ляжет отлично поверх. Составы на основе моторного масла. Фишка этих составов в том, что они изготавливаются на основе самого дешевого автомобильного масла, которое вы сможете найти. Подойдет что-то типа Автол. Есть два варианта составов. Первый подразумевает добавление морилки на масляной основе в пропорции 3 части масла к 1 морилке. Второй вариант смеси – соединение моторного масла с битумом. В итоге вы получаете состав, который напитает волокна древесины и надежно защитит их от гниения. Состав впитывающийся, так что он не будет как краска облупливаться и висеть лохмотьями под палящим солнцем. Резиновая краска для забора своими руками. Сейчас резиновые краски очень популярны, это и неудивительно, жидкая резина практически вечное покрытие, которому не страшны перепады температур и механические повреждения. Но, к сожалению, это удовольствие пока не из дешевых. Если у вас завалялся пенопласт после стройки, резиновую краску можно сделать самостоятельно. Для этого на 3 литра растворителя марки 647 уйдет примерно 2 метра пенопластового утеплителя толщиной 50 мм. Куски пенопласта легко растворяются, а чтобы краска не была бесцветной, в нее добавляют пигмент. Перед покраской забор нужно обязательно прогрунтовать и дождаться, пока грунт впитается и просохнет. Дешевле извести пока ничего не придумали, эффективнее тоже. Для покраски забора известь нужно погасить, то есть залить водой и подождать хотя бы сутки, чтобы произошла реакция. Если вы позаботитесь о погашении извести и дадите ей настояться хотя бы неделю, то покрытие будет держаться намного дольше. Можно добавить в известь хозяйственное мыло, так ваша самодельная краска будет активнее прилипать. И еще неплохо ввести в состав грамм 100 медного купороса на ведро в качестве антисептического состава, который защитит древесину от грибка и гнили. Шведская краска для счастливых дачников. Доволен как слон. Примерно так описывают свое состояние умельцы, которые покрасили свои деревянные заборы аналогом шведской краски, сделанной своими руками. Для краски вам потребуется самая дешевая мука, поваренная соль, натуральная олифа и железный купорос. В качестве пигмента железный сурик или охра и умбра. Какой из вариантов вам понравился? Может быть, вы уже пробовали что-то из перечисленного? Поделитесь своим опытом и мнением в комментариях. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.